создал YouTube канал для того, чтобы помогать людям. Тем, например, у кого есть мечта работать за границей. Рассказываю, какая есть работа в какой стране, сколько платят, как найти ее. Все моменты из своей жизни привожу как пример. Я сейчас нахожусь в Куала-Лумпуре, и у меня есть пара минут, чтобы вам рассказать. В первой части я слишком поторопился, дабы выложить видео. Что же такое Болливуд? И вообще, как проходили съемки. Слово Болливуд образовалось из двух слов. Это Голливуд и Бомбей. Голливуд — это штат в Лос-Анджелесе, а Бомбей — нынешний город в Индии, Мумбай, где тоже проходят съемки. Но помимо Мумбаи существуют и другие локации. Например, такая как Хайдарабад. Это уже немного в другом направлении съемки. Сейчас я вам покажу, что было в Хайдарабаде, и вы сами все увидите. На тот момент я жил у ребят по каучсерфингу в Нави Мумбаи. Мне пришло сообщение, типа вот, на днях будет 9-дневный солдатский шутинг, подавай заявку. Им нужно было собрать 100 человек, поэтому шансы попасть на шут были реально огромные, брали тупо всех подряд. Я скинул фото, полное имя и город, в котором находился. На следующий день в группе появился список, в котором нужно было найти себя, так как заказывались ночные автобусы. Я, конечно, был рад найти себя в списке, но пришлось брать все вещи с собой, так как шутинг штука непредсказуемая. Они могут затянуться, а могут и перенестись. Кстати, чувак, у которого я жил, тоже был в списке, но находился он на другом шутинге. Дорога из Мумбаи заняла около 15 часов, так как Хайдарабад находился в самом центре Индии. За все время автобус сделал несколько длинных остановок, где можно было покушать и сходить по своим делам. В автобусе я был один белолицый, и люди постоянно наблюдали за мной с интересом. Кто-то даже просил сфотаться вместе. Мне не нужно было каждый раз заглядывать в Google Maps, так как в автобусе вместе со мной ехал ассистент агента. Мы добрались до Хайдарабада, и он разбудил меня, после чего мы вышли и поехали на рикше в гостиницу. Рикша — это название 3 циклов в Индии, но раньше они выглядели именно так. Наконец мы и добрались до гостиницы. 2 корпуса, по 5 этажей в каждом. Самое то, чтобы разместить такое количество человек.
В номере было все, что нужно. Очень чисто и просторно. Мне понравилось. Размещали нас по 2 человека. Я заехал с ассистентом. Этот день был абсолютно свободный, но нам уже оплачивались расходы за еду. По 500 рупий на человека. Я решил отдохнуть перед съемками, так как подъем был рано утром. Женя, ты выспался? За 5 часов. Братан, бери, что тебе надо. О, Саня, ну-ка. Сколько желающих похавать? Завтрак начался в 5 утра. Столовая была просто переполнена белыми людьми. Яйцо, банан, хлеб с джемом и мини-чашечка чая ждала всех участников солдатского шутинга. После того, как все поели, мы загрузились в автобусы и поехали. Дорога была очень длинной. Около 2 часов мы ехали до съемочной площадки. А когда подъехали к ее воротам, оказалось, что шутинг проходит в совершенно другом месте. Представляете эту картину? Не выходя из автобуса, мы поехали в обратном направлении. Места были очень живописные. Пустынные горы с огромными камнями. Иногда они даже лежали друг на друге. Пальмы, рисовые поля и интересная архитектура. Все это я наблюдал из окна автобуса еще целый час. Потом же я увидел кучу машин, автобусов и что-то похожее на замок. Я надеюсь, что сейчас мы будем завтракать. Ну так-то да. Лучше, конечно, обедать. Но лучше и то, и другое. Выйдя из автобуса, нас сразу отправили переодеваться. Костюмерных как таковых не было. Все происходило в огромных цветных палатках, внутри которых можно было найти костюм на любой вкус и цвет. Где-то они висели чистенькие и опрятные, а где-то валялись в грязных кучах, что их даже в руки брать не хотелось. Также в наличии была команда костюмеров, которая подбирала размеры, пришивала пуговицы и приносила недостающие детали на съемочную площадку. Народ, если, зайти в индийскую палатку, то тут есть шанс получить индийскую еду совершенно бесплатно. В предыдущих местах я пытался поесть, но меня отовсюду выгоняли и говорили, это наша еда. Но сегодня я попросил их очень культурно это сделать, и они мне положили. Обычно после завтрака агент отправлял всех к месту съемок. Территория была нереально огромной, как и количество ее участников. Основная часть индусов была в роли бунтующей толпы местных жителей. Мы же были в роли британских солдат, захвативших в плен их короля. Сидим на улице, лето, тепло, молоды, здоровы. Все, быть добру. Как я и сказал в прошлой серии, работа актера – это постоянное ожидание. Иногда нас собирали после завтрака, но это было редко. Чаще всего сидели по 3-4 часа. Все зависело от вашего сценического образа. На протяжении 9 дней съемок я одевался в разные костюмы. Мне хотелось побывать в роли каждого героя. Да и бессмысленно было стоять весь день под солнцем в роли солдата. Война войной, а обед по расписанию. Эта поговорка существует в любой стране. Наш прием пищи начинался с 2 часов. Мы приходили на свою палатку, садились на стулья и ждали, когда привезут провизию. Обычно к этому времени подъезжала машина с готовой едой. Иногда время ожидания затягивалось, но это было только нам на пользу. За все 9 дней съемок нас кормили всего 2 вариантами блюд. Первый из которых был длинный рис с курицей. В Хайдарабаде он имеет особое имя – бриани. Честно сказать, сухо и неаппетитно. Я заливал его спайси карри, который давали вместе с бутермилком и лимонами, после чего я готов был съесть его полностью. Второе блюдо называлось noodles, что в переводе с английского – лапша. Ничего общего с покупным дошираком он не имел.
так как была ручная лепка, но соусом заходил на раз-два. Вся еда была в двух вариациях: chicken or vegetables, то есть курица или овощи. Let's go, chicken. Также на всей съемочной локации стояли вот такие поттеры с чаем. В Индии его пьют с молоком. Туда же добавляют сахар и различные специи. Напиток получается просто бомбический. В Индии даже профессия существует – тиммейкер. Ну и давайте с вами подведем итоги такой работы. Первое – это, конечно же, сама работа. Все было очень интересно и любопытно. Сильно утруждаться не нужно. Сидишь себе на стуле и ждешь своего выхода. Второе, так это ни за что не нужно было платить. Переезды, номер в гостинице и еда была за счет работодателя. Ну и наконец самое интересное – это размер гонорара. За 9 дней съемок я получил 21 200 рупий или 19 400 рублей. Для Индии с ее ценами это отличные деньги. Но не стоит забывать, что хорошая цена за съемку в Мумбаи начинается от 5000 рупий и может достигать 8, а то и 12 тысяч. Максимум у меня было 9 тысяч. 9 тысяч. Прикольно. А что за работа, что делал? Это была реклама Axis банка. Я там ходил в халате, слов не было. 3 раза появлялся в кадре. Довольно известная реклама, ее можно найти. Как так получилось, что ты стал актером? Да вот, нашел агента, стал актером фактически. Иногда трудно, иногда не очень трудно. Иногда, вообще думал, умираю. Нет, я никогда не думал, что я стану актером, но жизнь преподносит сюрпризы, и я рад этому. Это же здорово. А есть этот завтрак здорово? Breakfast is this, man. Every day we are doing this breakfast, man. What we are taking every day? Fucking this shit breakfast, man. Каждый божий день. What is this? On, man. On, man. African done. African done.